Друзья, всем привет! Появилось опять интересное украинское исследование. Оказывается, что граждане Украины не хотят уезжать за границу из Украины вот в настоящее время. И как раз таки в этом видео я вам расскажу об этом исследовании, что там как раз таки и написано. Итак, друзья, перед тем как перейти, хочу обратиться к тем, кто находится в странах Европейского Союза, в том числе и в Германии. Если вам необходимо из Украины получить какие-либо оригиналы документов, поставить на них апостили, например, это свидетельство о рождении, например, у вас советского образца еще, оно уже не действительно. Надо получать новое, надо на это новое поставить апостиль для того, чтобы вы могли, например, в Германии поменять параграф или воссоединиться с семьей. И так, для других миграционных процедур. Если вам необходима справка о несудимости, тоже с апостилем. Если у вас есть какие-то судебные споры на территории Украины, которые не завершены, или вы хотите какие-то споры начать. В общем, если вам нужна юридическая помощь, адвокатская помощь на территории Украины и на территории Германии, друзья, вы можете ко мне обратиться. Вот моя электронная почта. Пишите на нее ваше имя, пишите на нее свой вопрос и оставляйте номер телефона. Друзья, вы должны понимать, что я и мои коллеги, то есть с которыми я работаю, мы разбираемся не во всех вопросах. Все нельзя знать, поэтому если этот вопрос и ваша ситуация подпадает под нашу компетенцию, и мы можем вам помочь, то я вам перезвоню, и мы дальше с вами продолжим диалог. Чем смогу, тем я вам помогу. Прошло 3 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Миллионы людей граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то отправился в другие города Украины, переехал, например, из восточных областей, где ведутся боевые действия, на территорию Западной Украины, там во Львов и в Ужгород и так далее. Кто-то уехал вообще за границу, получил временную защиту. Большинство уехало в страны Европейского Союза. И вот на сегодняшний день украинские эксперты пришли к мнению, что почти все граждане Украины, те, кто хотел уехать, они уже уехали. Об этом в интервью рассказал Владимир Вахитов. Это директор Института поведенческих наук и доцент Американского университета в Киеве. Я уже в своих видео предыдущих рассказывал, что украинским исследователям, например, лично я абсолютно не верю. Да, то есть то, что они там рассказывают, не верю, потому что очень много, к сожалению, было, скажем так, фактов, да, и потом журналистских расследований, которые рассказывали. То есть если мы поднимем за все 30 лет, да, то, как правило, вот эти все исследования, они делаются по заказу и за деньги. То есть кто-то платит, кому-то это интересно, и вот они это все спонсируют. Я не знаю конкретно, это исследование кто-то проплатил или нет, но я скажу так, что, например, мое личное мнение, я украинским исследованиям абсолютно не верю. Потому что если даже мы возьмем, я сравнивал показатели, да, результаты украинского исследования по одному и тому же вопросу и результаты, например, немецкого исследования, они в цифрах вообще абсолютно разные. Например, немецким исследователям я верю. Все равно оно опубликовано, поэтому я вам, друзья, о нем сейчас и расскажу. Значит, что он сказал? Этот директор Института поведенческих наук и доцент Американского университета. То, что это Американский университет, это громкое название. Тут надо смотреть, где он находится. Он находится в Киеве. Этим все и сказано. Значит, он сказал, что Украина достигла, как он выразился, определенного равновесия в перемещении украинцев за границу после 3 лет полномасштабного вторжения России, как он сказал. Люди, которые хотели покинуть страну, уехали, а люди внутри страны решили остаться. Некоторые люди все равно уедут, но Украина вряд ли увидит огромные волны беженцев, если только ситуация на линии фронта или в экономике не станет резко и значительно хуже, сказал профессор. То есть он еще и профессор. Но тут он не затрагивает и не говорит о том, что границы-то закрыты. И есть масса людей, которые хотят уехать из Украины и сейчас.
но они не могут уехать. Они сидят на низком старте с чемоданами и ждут, когда откроются границы. Вот, друзья, вот кто знает таких людей, которые находятся в Украине, например, вы с ними общаетесь, вот напишите, так ли это или нет. Кто собирается, кто из ваших знакомых, родственников вот вам говорит и обсуждает эту тему о том, что они не хотят в Украине оставаться, и только откроются границы, они сразу все в любые страны, лишь бы уехать. Вот напишите, пожалуйста, свое мнение. Кроме этого, он говорит о том, что при сохранении текущей ситуации в Украине массового оттока людей не будет. Вы поняли? То есть даже если откроются границы, то никто массово уезжать не будет. Я напомню, что месяц назад примерно, да, было интервью с директором Киевского института демографических исследований, где эта женщина сказала, что если откроют границы, этот институт провел исследование, то по их подсчетам 30% граждан Украины уедет из Украины. 30% сидят и ждут, когда откроются границы. Этот говорит, что нет, массового потока не будет. Вот кому верить? Оба института находятся в Украине. Это все украинские эксперты. Поэтому я говорю, что я, например, никому не доверяю из украинских экспертов. Ну, особенно в миграции. Исследование, проведенное Институтом поведенческих наук, показало, ну это институт, который он возглавляет, почти 80% украинских женщин не покинули страну, несмотря на войну. Более того, 79% считают важным оставаться именно в Украине, а 72% в своем родном регионе. Главные причины — это семья, чувство принадлежности и жилье. Вот так написано в исследовании. Значит, также он рассказал о портрете тех, кто уезжает, да, в настоящее время. И этот портрет, оказывается, тоже изменился, если мы возьмем, сравним людей, которые уезжали в начале войны, и тех людей, которые уезжают сейчас. Значит, что он говорит? В первые недели, когда началась война, уехать из Украины могли позволить себе только семьями с автомобилями, и в основном это были обеспеченные люди. То есть я с ним не согласен. Была масса поездов эвакуационных, которые ехали прямо в Европу, автобусы, волонтеры, европейцы оплачивали это все. И выезжала масса людей и из сел, из деревень, из Западной Украины и, конечно же, из регионов, где ведутся активно боевые действия, когда фронт приближался к крупным городам. То есть выезжали все. Он говорит, что выезжали в основном обеспеченные люди. Но я с ним в этом плане не согласен. Также он пишет, что сегодня все наоборот. Выезд чаще рассматривают те, кто страдает от бедности и чувствует себя небезопасно. Ну, тут, конечно, в какой-то мере он и прав, потому что я уже говорил, что украинских беженцев, я изначально это говорил, что по сути это нельзя их равнять брать под одну гребенку, потому что их по сути можно разделить на две категории. Первая категория — это те, которые действительно пострадали от войны. Это в основном жители восточных регионов, которые лишились имущества, которые там погибли родственники, люди, что могли, схватили пожитки свои, детей под мышку и приехали в Европу без ничего, без копейки, потому что все имущество было уничтожено. Это первая категория, то есть это те, которые реально нуждаются в помощи. Есть вторая категория, это по сути, по факту, экономические мигранты. Это в основном жители из западных регионов Украины, где нет боевых действий, которые просто воспользовались ситуацией, да, вот такой возможностью. И чтобы улучшить свою жизнь, улучшить свое финансовое положение или его, по крайней мере, стабилизировать, они перебрались в страны Европейского Союза, оформили временную защиту и там, скажем так, кто сидит на пособиях, кто устроился на работу и работают. То есть люди просто воспользовались ситуацией для того, чтобы улучшить свою жизнь. Ну, их за это тоже нельзя осуждать. Ну, так получилось, так можно, поэтому они этим и воспользовались. Можно плохо относиться к тем, да, и критиковать тех, кто приехал из западных регионов, приехали в Германию, сдали там свои квартиры в аренду, да, и об этих доходах не показали немецким властям и оформили пособие Бюргергельд. Вот эти сделали неправильно. И такие есть.
Я не говорю, что это все, но такие есть, которые получают аренду, получают доходы в Украине от сдачи жилья тем же, кто бежал от войны, кто пострадал от войны, но в Европу они не поехали, они приехали на Западную Украину. Речь идет о соотечественников из пострадавших областей, да, там, где ведутся активные боевые действия, и сдают они эти квартиры. И эти доходы они не показали немецким властям. Такие факты тоже есть. Показательно, что многие беженцы 2022 года уже не планируют возвращаться в Украину, пишет он. Согласно другому исследованию, проведенному Центром экономической стратегии, более половины украинцев за границей не хотят возвращаться домой. Я уже рассказывал и неоднократно повторял в своих видео о том, что немецкие исследователи провели тоже исследование, провели опрос среди украинских беженцев, которые находятся в Германии. И этот опрос показал, что более 69% украинских беженцев, которые находятся в настоящее время в Германии, категорически против возвращения на территорию Украины, то есть на родину, после окончания войны, когда в Украине будет мир и будет безопасность. Просто люди не хотят связывать свою дальнейшую судьбу с Украиной. И об этом заявили более 69% украинцев, которые находятся в Германии. В других странах ситуация точно такая же. Там во Франции было проведено исследование французами, в Польше, то есть везде. Ну, вот такие в основном богатые страны. Не знаю, как в других странах, но вот основные богатые страны, в которых живут украинцы, категорически сказали: нет, мы не хотим возвращаться. Тут пишет, что половина, да, более половины. Кроме этого, он говорит, что не хотят возвращаться особенно те, как их он называет, квазитрудовые мигранты. То есть те, кто уехал не из-за страха, а в поисках лучшей жизни. Ну, я об этом тоже вам уже говорил, и он подтверждает это исследование мои слова, что уехали те, часть, я говорю, что не все, да, но часть из тех, кто уехали именно по экономическим соображениям, чтобы просто улучшить свою жизнь. Вот и все. Они просто воспользовались этой ситуацией. Они уже интегрировались в новых странах и все меньше рассматривают вариант возвращения, пишет он. И все же результат, резюме, да, этого исследования. Те, кто остался, сделали это осознанно, несмотря на войну и несмотря на риски. И то есть он предполагает в этом исследовании, что если откроются границы, то массового, значит, бегства, переезда, там, можно так назвать, украинцев из Украины не будет. Потому что в основном остались те, кто сделал это осознанно. Ну, я, честно говоря, с его позиции не согласен. Я больше соглашусь с позицией директора Института демографических исследований Украины, которая сказала, что только откроют границы, примерно 30% населения уедет из Украины. Вот это, наверное, более реально. Что думаете вы, друзья, по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.